Высокие вибрации — это когда вы наполнены энергией и получаете максимальное удовольствие от жизни. Как понять, что это за вибрации? Давайте вспомним состояние, когда вы получали удовольствие от созерцания природы. Вот представьте перед собой какой-то прекрасный пейзаж, и вы чувствуете невероятное удовольствие от этого пейзажа. Все внутри как будто поднимается и замирает, и вы чувствуете такое восхищение, и вам хочется запомнить этот момент. Вот это и есть состояние души, любование красотой. Любование красотой вокруг себя, везде. Постарайтесь развить эту привычку, это качество души. Любоваться красотой, замечать ее везде вокруг себя. Она всегда есть вокруг. Но часто мы спешим, ум торопит нас. И мы срываемся с места, вместо того, чтобы и дать себе возможность полюбоваться красотой, насладиться этим. Если особенно мы находимся на природе, отдыхаем, гуляем, находимся где-то в музее, на концерте, в театре, с друзьями. Вот в это время мы можем внутренним взором окунуться и увидеть эту красоту. Отключить ум, который нас торопит, и окунуться в это состояние души, любоваться красотой нового дня, например, когда солнце восходит, когда вы просыпаетесь, открываете глаза и чувствуете еще расслабленное сонное тело и свет нового дня. И вот это состояние, когда еще наше подсознание открыто, мы чувствуем вот этот контакт с душой. Но потом включается ум, и мы вспоминаем о наших делах и начинаем торопиться что-то делать. Давайте теперь вспомним состояние, когда мы, например, испытывали чувство любви. У каждого оно будет свои, у каждого много таких моментов. Это моменты любви с вашим партнером. Может, это первая влюбленность, любовь к родителям, к маме, моменты, когда она вам давала свою любовь. А возможно, это любовь к вашему ребенку, маленькому, или когда он уже вырос, вы испытываете эту материнскую любовь. А это может быть любовь к вашим домашним животным. Это может быть любовь, просто любовь. Любовь абстрактная, любовь безусловная, любовь, благодарность за то, что я есть. Я есть. За счастье просто быть. Что такое счастье? Иногда это слово слишком преувеличено. А ведь счастье — это просто когда мы находимся в гармонии с собой, когда мы можем побыть наедине со своими мыслями, насладиться каким-то моментом, удовольствием. Счастье, оно, как правило, состоит из этих моментов. И оно может сопровождать нас в течение дня. И поэтому то представление о счастье, которое навязывает нам общество или кто-то, это не совсем может соответствовать вашему представлению о счастье.
Как говорил какой-то индийский гуру, счастье – это внутреннее состояние. Никакой внешний объект не может сделать вас счастливым. Только вы можете чувствовать это состояние, когда вы находитесь вот в таком состоянии спокойствия, принятия, безусловной любви и благодарности. Это внутреннее состояние. И никакой внешний объект или человек не может сделать вас счастливым, потому что то внешнее счастье, оно будет временным. И рано или поздно оно может закончиться. А внутреннее счастье, оно всегда остается внутри с нами. Навсегда. И вот его надо создавать, беречь и все время поддерживать. И это может быть только наедине с самим собой. И как часто мы бываем наедине с самими собой. Надо уделять себе каждый день какое-то время, хотя бы рано утром или перед сном, а может быть в течение дня у вас будет несколько часов, а может быть минут, чтобы побыть наедине с собой. Каждый раз, спрашивая себя, можно чувствовать себя, свое состояние, насколько я счастлив, насколько мне хорошо. Вспомним состояние, когда мы испытываем благодарность. Например, особенно когда это какой-то совершенно незнакомый человек делает вам что-то, совершенно бескорыстно, не ожидая от вас ничего взамен. Вспомните такие моменты. И что вы чувствовали тогда? Какое-то такое, что-то внутри как будто открывается, и вы испытываете, как будто это какое-то маленькое чудо, чувство какой-то теплоты, принятия, благодарность. Это очень высокая эмоция. И когда мы испытываем благодарность за все, за то, что у нас есть, за то, что у нас есть здоровье, нашему телу, людям, которые нас окружают, которые встречаются на нашем пути. Вот это и есть то состояние, почти похожее на изобилие. Это один из компонентов изобилия. Когда мы благодарны, мы чувствуем себя изобильными, и мы можем пребывать в этом состоянии столько, сколько мы хотим, если мы это сделаем привычкой и все время испытывать благодарность. И мы приблизимся к изобилию, и мы притянем финансовое изобилие тоже. Потому что изобилие — это многогранное такое понятие. Это не просто денежное изобилие или богатство. Изобилие включает все. И духовное наполнение оно имеет. И эмоциональное, и касается отношений с другими людьми. Когда вы счастливы, например, в гармоничных отношениях. Но когда мы создаем внутри такое состояние и всегда его испытываем, а мы это можем делать совершенно, абсолютно, то мы притягиваем это к себе, в свою жизнь. Проводились такие исследования, когда одни люди, например, что-то испытывали в реальной жизни, а другим людям говорили: вообразите какие-то там страшные моменты. И они испытывали то же самое.
То есть, понимаете, если это реально или если это просто мы воображаем что-то, наш мозг испытывает одинаковое чувство страха. Но это в отношении страха. А как же в отношении ощущения изобилия? Мы можем точно так же представить, что мы богаты, что мы изобильны, что у нас есть гармоничные отношения. Просто надо войти в это состояние. Вот, войти в это состояние. Вспомните человека, который вам что-то сделал совершенно бескорыстно. И что желательно, чтобы этот человек был незнакомец. Почувствуйте это состояние, ощущение какого-то кайфа, такой благодарности. И вот культивируйте это состояние, вы просто научитесь ощущать это состояние. То же самое с любованием красотой. Когда вы погружаетесь в это состояние, и когда вы его поддерживаете в себе, жизнь наполняется такими красками, и вы невольно улыбаетесь, испытываете состояние счастья. Вы испытываете счастье, вы чувствуете себя счастливым человеком. И вот эти все ощущения и состояния, любование красотой, чувство благодарности, это все и есть состояние души. Это высоковибрационные состояния. И когда мы вибрируем на высоких энергиях, мы наполняемся вот этой энергией. Мы наполняем себя энергией. И поэтому люди, которые говорят, у меня нет энергии, потому что они забыли и перестали ощущать вот эти прекрасные состояния, высоковибрационные. Вспомните, когда вы путешествуете, когда вы посещаете незнакомые места, как вы себя ощущаете? Вам интересно, вам любопытно, вы в каком-то предвкушении, вы находитесь в этом состоянии души, потому что душе всегда интересно что-то новое, интересно познавать, открывать, изобретать, создавать. Это тоже состояние души. Интерес. Поддерживайте интерес. Делайте что-то новое. Изучайте новые языки. Путешествуйте. Все время ходите новыми путями. Смотрите вокруг с интересом. Это и есть состояние души. Это какое-то состояние тихой радости. Вот когда вы сделаете это своей привычкой, испытывать эти состояния, то тогда мы наполняем себя вот этими высокими вибрациями. И мы наполняем себя энергией. И эта энергия будет придавать нашей жизни больше красок. И мы будем привлекать в жизнь больше позитивного, больше прекрасного, больше изобилия. Сделайте это своей привычкой каждый день, испытывая вот эти состояния. И тогда вы научитесь больше контактировать со своей душой. Вы поймете, какой у нее язык. Вот это ощущение своих состояний, любование красотой, слушая музыку. У каждого свой язык. Кто-то больше любит музыку, аудиальные
канал развит, кто-то больше визуальный, любит любоваться красотой, у кого-то больше ощущения, запахи. Все это и есть состояние души. Когда мы испытываем благодарность, когда нам что-то интересно, это все состояние души. И вы тогда начнете чувствовать свою душу. Вы поймете ее язык. Вы начнете с ней соединяться, потому что мы одно целое. Чувства, эмоции — это язык тела. И через тело мы познаем свою душу. Когда она нам посылает какие-то сигналы. А наш ум трансформирует эмоции в мысли. И мы тоже можем направлять эти мысли. Но иногда нужно ему отдохнуть и дать нам остаться наедине с душой. Потому что наш ум стремится все рационализировать и оградить нас от чего-то опасного для нас. Воображение больше, чем интеллект, потому что воображение соединяет нас с тонким миром. То, что мы представляем, оно уже существует в тонком мире. Это все есть. И нам нужно только поверить в это. Мы силой своего воображения можем сделать это реальностью. Насколько нам это позволит наш ум?